что если однажды утром странный запах из-под крыльца приведет тебя к находке, которая перевернет жизнь всей семьи. Именно это случилось с Дэниелом Харрисом из небольшого городка в штате Джорджия в июле 2022-го. Под досками его веранды обнаружились сотни яиц, а то, что из них вылупилось, попало в новости по всей стране. Но самое шокирующее даже не сами существа, а то, сколько времени они уже жили рядом с людьми, и никто не замечал. Дэниел впервые почуял запах в начале июля, когда вышел на крыльцо с утренним кофе. Что-то кислое обошлось сокислое и тяжелое поднималось снизу, из-под досок веранды. Он решил, что под домом издохла какая-то животина. Кот или енот, которые частенько лазили под фундамент. Запах держался 3 дня, потом стал сильнее. На 4-й день Дэниел взял фонарик и лег на живот у края крыльца, чтобы заглянуть в щель между досками и землей. Луч фонарика прошелся по сухой земле и замер. Вся площадь под верандой, примерно 3 на 5 метров, была усеяна белыми овальными объектами. Они лежали вплотную друг к другу, кое-где в 2 слоя. Дэниел потом говорил, что первая мысль была простая. Кто-то насыпал туда картошку. Он поддел доску и пролез внутрь. Яйца оказались кожистыми на ощупь, не твердыми, как куриные, а мягкими и чуть влажными. Размером с крупный грецкий орех, некоторые-то с куриное яйцо. Дэниел насчитал больше 200 штук, прежде чем сбился со счета. Запах шел именно от них. Смесь сырой земли и чего-то органического, резкого. Он снял несколько яиц на телефон и отправил фотографии в местный чат соседей. Ответы пришли быстро и были примерно одинаковыми. Змеиные яйца. Кто-то написал, что это, скорее всего, полос или королевская змея. Безвредные виды, которые в Джорджии встречаются повсеместно. Дэниел немного выдохнул. Но потом один из соседей, Рон Бейкер, бывший егерь, прислал короткое сообщение. Столько яиц за один раз не откладывает ни один полос. Это что-то другое. Вызови специалиста. Дэниел позвонил в службу по контролю за дикой природой штата. Там сказали, что пришлют кого-нибудь на следующий день. Ночью он почти не спался, лежал и слушал, не раздается ли что-то снизу. Около 2 часов ночи услышал тихий, едва различимый шорох, равномерный и непрерывный, как будто кто-то медленно перебирал бумагу. Он шел прямо из-под спальни. Утром инспектор по имени Карл Мейерс приехал с длинным металлическим крюком и пластиковыми контейнерами. Он лег у края крыльца так же, как накануне Дэниел, посветил фонариком и молча смотрел секунд 20. Потом встал, снял перчатки и сказал одно слово — аллигатор. Дэниел решил, что не расслышал. Мейерс повторил. Под крыльцом жилого дома в пригороде Саванны лежала кладка американского аллигатора. Самка отложила яйца и где-то рядом устроила лёжку. Скорее всего, в заросшем канале в 50 метрах от дома, который тянулся вдоль задней границы участка. Самки аллигаторов в Джорджии охраняют кладки и возвращаются к ним. Это означало, что она приходила под крыльцо регулярно, и Дэниел все это время ходил над ней каждое утро. Мейерс объяснил, что инкубационный период у аллигаторов около 65 дней. Судя по состоянию яиц, до вылупления оставалось не больше недели. Часть яиц уже начала слегка деформироваться. Характерный признак того, что внутри сформировались детеныши и скорлупа начинает поддаваться. Именно этот процесс и давал тот кислый запах, который Дэниел почуял первым. Мейерс вернулся на следующее утро с 2 коллегами и профессиональным оборудованием. Они аккуратно вскрыли несколько досок крыльца, чтобы получить нормальный доступ к кладке. При дневном свете картина под верандой оказалась куда внушительнее, чем в луче фонарика. Яйца лежали в неглубокой ямке, высланной сухой травой и листьями. Самка сама натаскала подстилку и сформировала гнездо. Мейерс насчитал 237 яиц. Для аллигатора это рекордно большая кладка. Обычная самка откладывает от 30 до 50 яиц за раз. Мейерс взял одно яйцо в руки и показал Дэниелу тонкую белую полосу вдоль скорлупы. Это называется окно. Полоска, которая появляется, когда эмбрион прилипает к внутренней поверхности оболочки и начинает активно развиваться. Яйца без такой полосы считаются нежизнеспособными. Из 237 яиц окно было на большинстве. Дэниел спросил, как самка вообще пробралась под крыльцо. Мейерс указал на угол фундамента с северной стороны дома. Там между бетонным блоком и грунтом образовался зазор около 30 сантиметров. Достаточно для взрослого аллигатора, если тот прижмется к земле. Судя по следам на грунте у фундамента, она ходила этим маршрутом не один раз. Соседская камера наблюдения, которую Рон Бейкер проверил по просьбе Дэниела, зафиксировала аллигатора длиной около 2 метров, пролезающего под крыльцо в 3 часа ночи 28 мая. Это было за 40 дней до того, как Дэниел почуял запах. 40 дней.
Все это время под домом лежала кладка, а самка периодически возвращалась проверить ее, и никто в семье ничего не замечал. Дэниел вспомнил, что примерно в начале июня его пес несколько ночей подряд скулил у задней двери и отказывался выходить на улицу. Тогда решили, что он просто испугался грозы. Жена Дэниела, Патриция, узнала о кладке только в то утро, когда приехали специалисты. Она вышла на крыльцо с детьми, 8-летней Эммой и 6-летним Коди, и увидела вскрытые доски и людей в защитных костюмах. Детей она сразу завела обратно в дом, сама осталась и посмотрела на яйца. Потом сказала Дэниелу, что хуже всего ей стало не от самих яиц, а от осознания того, что они с детьми сидели на этом крыльце каждый вечер. Пили чай, читали книги, а Коди вообще любил прыгать по доскам веранды. Мейерс объяснил, что трогать кладку или перемещать яйца без специального разрешения в штате Джорджия запрещено. Американский аллигатор находится под защитой федерального закона. Служба по дикой природе должна была либо организовать охраняемое вылупление на месте, либо перевести яйца в специализированный питомник. Второй вариант был рискованным. Яйца аллигатора крайне чувствительны к изменению положения в первые недели после откладки. Если перевернуть яйцо, эмбрион погибает. После 30 дней инкубации их уже можно осторожно перемещать, не меняя ориентации. Было решено оставить кладку на месте и организовать наблюдение. Под крыльцо установили небольшую камеру с датчиком движения. Доски вернули на место, оставив вентиляционный зазор. Главная проблема была в другом. Самка где-то рядом, и когда яйца начнут вылупляться, она придет. Аллигаторши в период охраны кладки и сразу после вылупления агрессивны. Это один из немногих случаев, когда рептилия целенаправленно атакует человека без провокации. Мейерс велел Дэниелу не выходить на крыльцо в ночное время и держать детей подальше от задней части двора до завершения всей операции. Он также сказал, что до вылупления осталось максимум 10 дней, и что это будет выглядеть так, как Дэниел точно не ожидает. Той же ночью камера под крыльцом сработала в 23:47. На экране телефона Дэниел увидел размытый силуэт. Самка вернулась. Она пролезла через угловой зазор, прошла вдоль кладки и замерла над яйцами примерно на 20 минут. Потом также бесшумно ушла. Дэниел смотрел на запись и думал только об одном. Его спальня находится в 4 метрах от того места, где стояла 2-метровая рептилия. На следующее утро он позвонил соседям по улице. Предупредить. Реакция оказалась разной. Семья Коллинз, живущая через 2 дома, сразу убрала с заднего двора маленький бассейн и перестала выпускать собаку без поводка. Пожилой Хэнк Уоррен с угла сказал, что аллигаторы в этом районе не редкость, и что лет 20 назад один такой жил в дренажной канаве напротив его дома целое лето. Но 237 яиц под чужим крыльцом — это он назвал уже перебором. Патриция позвонила в школу и предупредила, что дети пока не будут ходить пешком, она будет отвозить их на машине сама. Эмма восприняла происходящее с неожиданным интересом и попросила маму найти книгу про аллигаторов. Коди наотрез отказывался верить, что под его любимым крыльцом живут крокодилы, и требовал доказательств. Доказательства ему решили не показывать. На 3-й день после обнаружения кладки в местной газете Savannah Morning News вышла короткая заметка. К вечеру того же дня материал подхватили несколько крупных изданий. К дому Харрисов начали подъезжать машины. Люди фотографировали крыльцо с улицы. Один мужчина попытался зайти во двор с камерой, Дэниел вышел и попросил его уйти. Мужчина ушел, но видео с разговором выложил в сеть, и оно набрало 40 тысяч просмотров за ночь. Мейерс позвонил и сказал, что ситуация осложняется. Камера зафиксировала самку уже дважды за последние сутки, но она приходила в 1 ночи и снова в 4 утра. Такая частота визитов означала одно — яйца близки к вылуплению, и самка это чувствует. У аллигаторов нет слуха в привычном понимании, но они улавливают низкочастотные вибрации. Детеныши внутри яиц начинают издавать тихий хрюкающий звук за несколько дней до вылупления, и мать реагирует на эти сигналы. Мейерс приехал с новым оборудованием, тепловизионной камерой и длинной защитной клеткой-ловушкой. Ловушку установили у углового зазора фундамента. Внутрь положили кусок свежей рыбы. Задача была поймать самку до момента вылупления, временно изолировать ее и выпустить обратно в канал после того, как детенышей вывезут. Мейерс объяснил, если самка окажется рядом в момент, когда люди будут работать с детенышами, она атакует без предупреждения. Ловушка простояла первую ночь пустой. Самка пришла в 2 часа, обошла ловушку по периметру и снова пролезла через зазор напрямую. Судя по записи тепловизора, она провела у кладки больше часа. Мейерс посмотрел запись утром и сказал, что это плохой знак. Она стала осторожнее. Возможно, почуяла чужой запах на ловушке. В тот же день Дэниел обнаружил, что кто-то ночью сорвал одну из досок крыльца с другой стороны. Видимо, хотел снять яйца на видео.
Доска лежала в стороне, несколько яиц у края кладки были сдвинуты с места. Мейерс осмотрел повреждения и сказал, что сдвинутые яйца, скорее всего, уже уже не выживут. На этом сроке инкубации даже небольшое изменение положения критично. Он насчитал 7 потревоженных яиц. Дэниел подал заявление в полицию. Камера наблюдения Рона Бейкера зафиксировала 2 подростков, которые пришли со стороны соседнего переулка около часа ночи. Полиция установила их личности к обеду. Оба оказались учениками местной старшей школы. Им предъявили обвинение в нарушении федерального закона о защите исчезающих видов. Штраф за умышленное повреждение кладки аллигатора начинается от $50 тысяч. Мейер сказал, что вылупление начнется в течение 3-4 дней. И что к этому моменту нужно либо поймать самку, либо выстроить полное оцепление участка. Дэниел обошел улицу лично, позвонил в каждую дверь в радиусе 3 кварталов. Не потому, что его попросили, а потому что понял, если самка начнет искать детенышей и выйдет на улицу, никто из соседей не будет готов. На большинстве улиц частного сектора Саванны люди привыкли к тому, что аллигаторы иногда появляются у водоемов, но не посреди жилого квартала в разгар лета. Рон Бейкер сразу предложил помощь и организовал что-то вроде добровольного дежурства. Несколько мужчин с улицы договорились по очереди следить за периметром участка Харрисов в ночное время. Не вплотную к дому, а с безопасного расстояния, просто чтобы вовремя заметить, если самка выйдет через другой маршрут. Мейерс одобрил идею при одном условии – никаких попыток самостоятельно поймать или прогнать животное. Пожилая Дороти Чемберс, жившая напротив, рассказала Дэниелу, что этой весной видела крупного аллигатора в канале дважды, в апреле и в начале мая. Она решила, что животное просто проходило мимо и никому не сообщила. Дэниел не стал ее упрекать. В Джорджии аллигатор в канале действительно обычное дело. И звонить в службу по каждому такому случаю не принято. Семья Мартинес через забор сообщила, что их далматинец пропал 3 недели назад. Они решили, что собака просто убежала. Мейерс, услышав это, ничего не сказал прямо, но записал информацию. Взрослый аллигатор длиной 2 метра способен охотиться на животных весом до 20 килограммов. Далматинец семьи Мартинес весил 18. К концу второго дня дежурства Рон Бейкер зафиксировал кое-что важное. Около полуночи он заметил движение не у углового зазора фундамента, а у задней калитки участка. Самка шла вдоль забора со стороны канала открыто, не скрываясь. Она двигалась медленно и целенаправленно, без остановок. Бейкер снял ее на телефон с расстояния около 15 метров. На записи отчетливо видно, животное крупнее, чем казалось по первым оценкам. Мейерс посмотрел видео утром и уточнил размер. Около 2 метров 40 сантиметров. Это крупная взрослая самка, старше 20 лет. Ловушку переставили ближе к задней калитке и сменили приманку. Положили свежую курицу вместо рыбы. Мейерс объяснил, что аллигаторы реагируют на запах крови сильнее, чем на рыбный запах, особенно в ночное время. Также вдоль забора установили временные инфракрасные датчики движения, связанные с телефоном Мейерса. Датчики сработали в ту же ночь. В 2 часа 14 минут. Мейерс был у дома через 8 минут. Самка стояла в 1,5 метрах от ловушки и не двигалась. Потом развернулась и ушла обратно в сторону канала. В ловушку она так и не зашла. Мейерс сказал, что за 12 лет работы видел такое поведение только у старых и осторожных особей. Молодые животные идут на приманку значительно легче. Утром Дэниел получил звонок из городской администрации. Ситуация вокруг его дома привлекла внимание достаточно широкое, чтобы чиновники захотели публичного решения. Представитель администрации вежливо, но четко дал понять, город хотел бы, чтобы вся операция завершилась до выходных, потому что в субботу в 3 кварталах от дома Харрисов проходил районный семейный фестиваль, и перспектива 2-метрового аллигатора, гуляющего по улицам в день мероприятия, никого не устраивала. Мейерс услышал про дедлайн и коротко ответил, что природа не работает по расписанию городских праздников. До вылупления оставалось, по его оценке, от 2 до 3 дней. Самку поймать не удалось. И теперь вопрос был уже не в том, успеют ли, а в том, что именно произойдет, когда под крыльцом одновременно окажутся больше 200 детенышей аллигатора и их мать весом под 100 килограммов. Камера под крыльцом зафиксировала первые изменения в 4 утра в пятницу. Несколько яиц в центре кладки начали слегка пульсировать. Едва заметное движение, но в ночном режиме камеры оно было отчетливым. Мейерс получил уведомление на телефон и перезвонил Дэниелу в 4:20. Началось. Буду через час. Когда он приехал, уже рассветало. Мейерс лег у края вскрытой секции крыльца и долго смотрел в темноту под досками. Потом сказал тихо, не оборачиваясь: «Слышишь?» Дэниел лег рядом и прислушался.
Из-под крыльца шел негромкий звук. Что-то среднее между хрюканьем и кваканьем, ритмичное и многоголосое. Это были детеныши внутри яиц. Они подавали сигналы матери уже несколько часов. К 6 утра треснули первые 3 яйца. Негромко, да просто кожистая оболочка разошлась по тонкой линии. И из щели показался маленький темный нос с крошечным яйцевым зубом, специальным наростом на конце морды, которым детеныши аллигатора вскрывают оболочку изнутри. Этот зуб исчезает в первой неделе жизни и больше не вырастает. Мейерс вызвал подкрепление двух коллег из питомника дикой природы в Брансуике в 120 километрах от саванны. Они выехали немедленно. Также он связался с герпетологом университета Джорджии, доктором Линдой Форест, которая специализировалась именно на крокодилообразных. Форест сказала, что выйдет сама. Кладка такого размера была научным событием. 230 яиц от одной самки в условиях городской застройки за всю историю наблюдений в штате не фиксировалось ни разу. К 9 утра трещины были уже на 20 с лишним яйцах. Процесс шел волнами. Сначала яйца в центре кладки, потом по краям. Детеныши не вылезали сразу. Они могли оставаться в треснувшей оболочке еще несколько часов, постепенно расширяя отверстие. Камера показывала копошение по всей площади гнезда. Самка пришла в 9:45, среди бела дня, что было нетипично. Она не стала скрываться и не пошла через угловой зазор. Она просто подошла к задней калитке участка и остановилась перед ней. Датчик движения сработал, Мейерс вышел и увидел ее в 20 метрах от себя. Она смотрела прямо на него и не двигалась. Мейерс медленно отступил к дому. Самка стояла у калитки еще 7 минут, потом развернулась и ушла в сторону канала. Форест приехала в половине 11 и сразу попросила убрать всех лишних с участка. Она объяснила, самка слышала звуки детенышей и теперь будет возвращаться все чаще. При нормальных условиях мать разгребает гнездо, берет детенышей в пасть и переносит их к воде. Именно так аллигаторши транспортируют потомство. Но здесь гнездо находилось под строением, вода была в 50 метрах и между ними был забор, калитка и жилой двор. Форест приняла решение начать контролируемый сбор детенышей немедленно, не дожидаясь полного вылупления. Каждый вылупившийся детеныш помещался в пластиковый контейнер с влажной тканью. Детеныши аллигатора при рождении длиной около 23 сантиметров и весят примерно 45 граммов, они умещаются на ладони, но уже в первые минуты жизни способны кусаться с достаточной силой, чтобы прорвать кожу. К полудню из яиц вышли около 40 детенышей. Они копошились в гнезде, карабкались друг на друга и издавали непрерывный тихий хор. Дэниел наблюдал через проем в досках крыльца. Он потом говорил, что зрелище было одновременно невероятным и жутким, со десятки крошечных аллигаторов, каждый из которых был точной копией взрослой рептилии, только размером с карандаш. В час дня датчик у калитки сработал снова. На этот раз самка не остановилась. Она шла прямо к дому. Мейерс крикнул всем отойти от задней части участка. Форест не двинулась с места, она продолжала собирать детенышей и только ускорилась. Ее коллега из Брансуика встал между ней и калиткой с длинным захватным шестом. Самка прошла сквозь незапертую калитку. Вся щеколда не была рассчитана на животное весом под 100 килограммов, которое просто толкает створку мордой. Она остановилась посреди двора в 10 метрах от крыльца. Широко открыла пасть. Не для атаки, это была демонстрация. Потом закрыла и сделала еще 2 шага вперед. Коллега Форест медленно опустил шест и отступил в сторону, освобождая самке прямой путь к крыльцу. Мейерс впоследствии объяснил это решение просто. Попытка блокировать самку шестом в этот момент спровоцировала бы атаку. Лучше дать ей дойти до гнезда. Самка подошла к вскрытой секции крыльца, опустила голову в проем и замерла. Из-под досок немедленно усилился звук. Детеныши реагировали на мать. Она начала медленно двигать головой из стороны в сторону, явно обследуя гнездо. Форест в этот момент стояла у противоположного края крыльца и не шевелилась. Между ней и самкой было около 3 метров. Потом произошло то, что Форест назвала позже совершенно нормальным поведением, которое просто невозможно наблюдать спокойно. Самка осторожно взяла в пасть несколько детенышей, буквально зачерпнула их языком и нижней челюстью, не сжимая зубов. В пасти взрослого аллигатора помещается до 10 новорожденных одновременно. Она держала их там, раздув горловой мешок, и начала разворачиваться в сторону калитки. Мейерс принял решение не мешать. Он отвел всех к стене дома и дал самке уйти. Она прошла через двор с первой партией детенышей, вышла через калитку и направилась к каналу. Через 7 минут вернулась за следующей партией. Форест засекала время между ходками, в среднем 9 минут туда и обратно. Проблема была в том, что часть детенышей уже вылезла из-под крыльца самостоятельно, через щели между досками и через боковой проем.
Маленькие аллигаторы расползались по двору. Один забрался под садовый шланг у стены дома. Двое оказались у ступени крыльца. Один пополз в сторону грядки с томатами у забора. Форест и ее коллеги начали собирать расползшихся детенышей параллельно с ходками самки, аккуратно, в перчатках, укладывая в контейнеры. Детеныши кусались активно. У коллеги из Брансуика к концу дня на правой руке было 8 укусов сквозь перчатку, да, не опасных, но болезненных. Зубы новорожденного аллигатора уже вполне сформированы и остры. Дэниел наблюдал за происходящим с порога задней двери. В какой-то момент он посмотрел вниз и увидел детеныша прямо у своей ноги. Тот выбрался через щель под дверью изнутри дома. Это означало, что как минимум один детеныш пролез под дверью в дом. Дэниел закрыл дверь, позвал Форест и сообщил ей об этом. Форест вошла в дом и нашла детеныша под холодильником на кухне. Потом еще одного за стопкой обуви в коридоре. Патриция с детьми к тому моменту уже час как уехала к родителям на другой конец города. Дэниел остался один с командой специалистов и двором, по которому одновременно ходила двухметровая самка и ползали десятки ее детенышей. К 3 часам дня самка совершила 11 ходок к каналу. По подсчетам Форест, она перенесла около 110 детенышей. Еще около 60 находились в контейнерах команды. Остальные продолжали вылупляться. Процесс шел непрерывно уже 9 часов. Под крыльцом еще оставались нетронутые яйца, не меньше 50. 7 поврежденных подростками яиц так и не дали потомства. В 3:20 самка пришла за очередной партией, опустила голову в проем и вдруг резко подняла ее. Замерла. Повернула голову в сторону Дэниела. Он стоял в дверях в 5 метрах от нее. Они смотрели друг на друга несколько секунд. Потом она снова опустила голову к гнезду и продолжила свое дело. К вечеру пятницы видео с участка Харрисов появилось везде. Рон Бейкер снял несколько коротких роликов через щели в заборе и выложил их в местный новостной чат. Через 2 часа эти записи показывали в вечерних выпусках новостей в Атланте и Джексонвилле. К полуночи материал разошелся по всей стране. Его подхватили крупные телеканалы и новостные сайты. Заголовки были примерно одинаковыми. Мужчина нашел более 200 яиц аллигатора под крыльцом своего дома. Форест дала короткий комментарий журналистам у ворот участка, не заходя внутрь, потому что самка все еще работала. Она сказала, что за 22 года полевых исследований не видела ничего подобного. Не сама кладка, да, кладки большого размера в Джорджии случаются, а именно это сочетание рекордное количество яиц, городская среда, жилой дом, успешное вылупление и самка, которая спокойно ходит по частному двору среди людей и переносит детенышей. Дэниел телефон почти не брал. За пятницу ему написали больше 400 незнакомых людей. Через местные чаты, через страницу в соцсетях, через соседей, которые передавали контакты дальше. Предложения были самые разные. Несколько человек хотели купить детенышей. Один мужчина из Флориды написал, что готов приехать и убрать проблему за наличные. Какая-то женщина из Техаса прислала длинное сообщение с требованием не трогать животных и дать самке спокойно забрать всех детенышей самостоятельно. Городская администрация позвонила снова. На этот раз не представитель, а лично заместитель мэра. Он вежливо осведомился о статусе операции и напомнил про субботний фестиваль. Мейерс взял трубку у Дэниела и объяснил заместителю мэра, что операция идет по плану и что аллигатор не знает про фестиваль. Заместитель мэра попросил держать его в курсе. К 8 вечера самка совершила 17 ходок. Форест подсчитала, что та перенесла к каналу около 160 детенышей. В контейнерах команды находились еще 42. Те, что расползлись по двору и не могли быть оставлены самки из соображений безопасности. Их планировали отвезти в питомник в Брансуике, выходить до стабильного состояния и выпустить в естественную среду в подходящем месте. Под крыльцом оставались последние яйца, около 30 штук. Часть из них так и не треснула. Форест осмотрела их и отметила, что примерно 20 яиц были нежизнеспособны изначально, без характерного окна на оболочке. Итоговое число выживших детенышей составило 198 особей из 230 яиц с признаками развития. Для аллигатора это исключительный результат. В дикой природе до воды добирается в среднем около половины выводка, потому что на детенышей охотятся цапли, еноты, крупные рыбы и другие аллигаторы. В 9 вечера самка пришла в последний раз. Она обошла опустевшее гнездо, несколько раз ткнулась мордой в пустую подстилку из листьев, потом вышла во двор и остановилась посреди него. Постояла минуты 3 без движения, потом медленно пошла к калитке и ушла в сторону канала. Больше в эту ночь камера ее не фиксировала. Дэниел вошел в дом в половине 10-го. На кухне на полу стояли 8 пластиковых контейнеров с детенышами. В коридоре еще 3. Форест и ее команда паковали оборудование во дворе. Дэниел сел на кухонный стул, посмотрел на контейнеры и впервые за 2 суток выпил нормальный кофе. Потом позвонил Патриции и сказал, что все закончилось. Она спросила, можно ли возвращаться домой. Он помолчал секунду и ответил: «Да, только в коридоре, пока не включай свет. Там еще стоят контейнеры с маленькими аллигаторами». Патриция сказала, что они переночуют у родителей.
Форест уехала около полуночи. Мейерс остался, сказал, что переночует в машине у дома на всякий случай. Дэниел лег спать в 1 часу ночи и почти сразу провалился в сон. В 3:42 его разбудил телефон. Мейерс. Дэниел взял трубку и услышал: «Выйди на кухню и посмотри на пол у холодильника. Только тихо». Дэниел вышел. У холодильника сидел детеныш аллигатора. Не один из тех, что были в контейнерах, контейнеры стояли нетронутыми. Новый. Значит, под крыльцом оставалось яйцо, которое никто не заметил, и детеныш вылупился ночью, пролез через ту же щель под дверью и добрался до кухни. Дэниел стоял в темноте в носках в метре от него и не двигался. Потом написал Мейерсу сообщение одним словом: «Вижу». Мейерс ответил: «Не трогай. Иду». Пока Мейерс шел от машины к дому, Дэниел стоял на кухне и светил телефоном. Детеныш не убегал, сидел у холодильника и смотрел. Маленькие аллигаторы в первые часы после вылупления не проявляют страха перед людьми. Инстинкт самосохранения формируется позже. Этот просто сидел и ждал чего-то, чего в этой кухне не было: матери и воды. Мейерс зашел, аккуратно взял детеныша в перчатку и положил в контейнер. Потом сказал Дэниелу кое-что, от чего тот окончательно проснулся. Датчик движения у задней калитки сработал 20 минут назад. Самка возвращалась, она пришла ночью еще раз, уже после того, как все решили, что история закончена. Мейерс вышел во двор с фонариком. Самки уже не было. Ушла. Но следы на влажной от росы траве показывали, что она дошла до крыльца, постояла у проема и ушла обратно. Под крыльцом камера зафиксировала ее морду в проеме ровно на 40 секунд. Она проверяла гнездо. Утром Форест перезвонила и попросила Мейерса еще раз осмотреть пространство под крыльцом при полном дневном свете. Убедиться, что яиц не осталось. Мейерс залез внутрь с фонариком и обнаружил в дальнем углу, куда луч камеры не доставал, еще 4 яйца. 3 из них уже треснули. Детеныши были живы и активны внутри оболочки. 4-е было нежизнеспособным. 3 достали аккуратно прямо в треснувших оболочках и положили в теплый контейнер. Форест сказала, что их нельзя было оставлять. Без матери рядом они бы не выжили в одиночку. Детенышей аллигатора первые недели жизни охраняет самка, и без этой защиты их выживаемость близка к нулю. Но главная неожиданность была не в этом. Когда Форест в субботу утром приехала в питомник в Брансуике и начала детальный осмотр всех собранных детенышей, она обнаружила среди них 3 с аномалией, частичным альбинизмом. Неполные альбиносы, но с заметно осветленными участками чешуи на спине и боках. Вероятность такой аномалии у аллигатора была примерно 1 на 100 тысяч особей. Здесь их было 3 из 198 выживших. Форест немедленно связалась с коллегами из университета. Такого не фиксировали никогда. 3 частичных альбиноса в одном выводке. Это могло означать только одно. Самка является носителем редкой рецессивной мутации, которая в обычных условиях практически никогда не проявляется из-за малого размера выводков. Но при кладке в 200 с лишним яиц статистика сработала. 3 аномальных детенышей изолировали для научного изучения. Форест подала заявку на финансирование исследования. Изучение генетики этой конкретной самки могло дать новые данные о распространении альбинизма у крокодилообразных в целом. Это превращало историю с крыльцом в саванне из курьезного новостного случая в полноценное научное событие. Дэниел узнал про альбиносов в субботу днем. Форест позвонила и рассказала сама. Он долго молчал, потом спросил: «То есть под моим крыльцом жила генетически уникальная аллигаторша?» Форест ответила, что именно так. Дэниел сказал: «Я просто хотел понять, почему воняет». Крыльцо Харрисы починили через неделю после того, как все закончилось. Дэниел заодно залил бетоном угловой зазор у фундамента и укрепил основание по всему периметру. Подрядчик, который приехал делать работу, попросил сфотографироваться у дома. Он узнал адрес из новостей. Районный фестиваль в субботу прошел без происшествий. Аллигатор на улицах не появился. Заместитель мэра лично позвонил Мейерсу и поблагодарил. Мейерс сказал «пожалуйста» и положил трубку. Патриция вернулась домой в воскресенье утром. Первое, что она сделала, прошла по всем комнатам с фонариком и проверила углы. Ничего не нашла. Потом долго мыла кухонный пол там, где сидел ночной детеныш. Коди, наконец, получил свое доказательство. Отец показал ему запись с камеры, где по двору ходит самка. Мальчик смотрел молча, потом спросил, можно ли оставить одного маленького себе. Ответ был «нет». Эмма нашла книгу про аллигаторов и прочитала ее за 2 дня. На следующей неделе она сделала доклад в классе про кладки, инкубацию и яйцевой зуб. Учительница поставила 5 и попросила принести фотографии. Дэниел дал несколько интервью с местным изданием и 2 федеральным каналам. Говорил коротко и по делу. На вопрос, что вы чувствовали, когда узнали, что под крыльцом аллигатор, он каждый раз отвечал одинаково. Облегчение, что это не крысы. Журналисты смеялись. Дэниел не шутил.
Форест опубликовала предварительные результаты генетического анализа через 2 месяца. Самка действительно оказалась носителем редкой мутации гена, отвечающего за синтез меланина. Анализ показал, что эта особь, вероятно, является потомком небольшой изолированной популяции в системе каналов к югу от саванны, группы, которая несколько десятилетий развивалась относительно обособленно. Именно это объясняло накопление редкого рецессивного признака. 3 частичных альбиносов из ее выводка стали первыми задокументированными случаями этой конкретной мутации у американского аллигатора. Питомник в Брансуике выходил всех 42 детеныша, переданных командой Мейерса. Их выпустили в 3 разных локациях в дельте реки Алтамаха в сентябре, достаточно далеко от жилых кварталов. 3 частичных альбиносов оставили в питомнике для долгосрочного наблюдения. Самку больше никто не видел у дома Харрисов. Камера наблюдения Рона Бейкера фиксировала ее в канале дважды в августе и 1 раз в октябре. Просто темный силуэт в воде, уходящий в сторону зарослей. Служба по дикой природе пометила ее радиомаяком в конце августа. Небольшой передатчик закрепили на хвосте во время планового отлова в канале. С тех пор ее маршруты отслеживают. За первые 3 месяца она ни разу не подходила к жилым домам ближе, чем на 100 метров. Вот такие неожиданные сюрпризы под крыльцом. А хотите узнать, что еще может вас удивить? Загляните на наш сайт whiteori.com. Там полно интересных историй и статей. Ссылка в описании. Дэниел иногда выходит вечером на новое крыльцо, то, которое перестроили с нормальным сплошным фундаментом без зазоров, и смотрит в сторону канала. Воды оттуда не видно, только верхушки тростника над забором. Он говорит, что теперь каждый раз, когда чувствует какой-то запах на улице, первая мысль у него одна и та же. История с крыльцом в саванне ответила на вопрос, который мало кто формулировал вслух. Как долго дикое животное может жить в непосредственной близости от человека, пока тот не замечает? В случае Дэниела Харриса 40 дней. Именно столько прошло между первым визитом самки под крыльцо и тем утром, когда он лег на живот с фонариком. 40 дней она приходила ночью, лежала под его спальней, охраняла кладку и уходила до рассвета. И единственное, что в итоге ее выдало, ни звук, ни след, ни случайная встреча. Запах. Тот самый кислый тяжелый запах созревающих яиц, который Дэниел поначалу принял за издохшего енота.